Здравствуйте! Хотела в первую очередь поблагодарить вас за отзывы, комментарии к моим мастер-классам. Мне очень приятно. Ваша поддержка вдохновляет на создание новых видео. Пока я вязала дракона и Дарта Вейдера, продолжали поступать запросы на мастер-классы по моим игрушкам. Это Майлз Моралес, Йети Эверест. Фото их, если что, есть на моей страничке в Инстаграме. И запрос также по игрушке Павлин. Это новенькая для меня. Вот, я обязательно создам мастер-классы на эти игрушечки. Вот, но также поступил запрос по персонажу из серии романов о Гарри Поттере, а именно лорд Волан-де-Морт. Я давно хотела связать персонажей этих романов, но все как-то не доходили руки. И вот данный мастер-класс я решила сделать именно на этого персонажа. По остальным игрушечкам, которые вы просили, я обязательно создам мастер-классы. Вот, еще раз хочу поблагодарить за комментарии, за обратную связь, за идеи, за вашу поддержку. Итак, по данному мастер-классу. Эту игрушечку я буду вязать впервые. И прямо по ходу дела буду записывать видео. Поэтому обзор на игрушку будет уже в конце мастер-класса. Вот. А пока расскажу, что планирую. Планирую связать игрушку эту на каркасной основе. И плюс змею нагайну. Вот, тоже на каркасной основе. По расходу материалов, его я напишу под этим видео, когда завершу мастер-класс. Пока вот покажу, что подготовила. То есть, может, не все эти материалы понадобятся или будут изменения. Например, размер глаз или какая-нибудь пряжа для оформления деталей добавится. В общем, для тех, кто будет смотреть это видео, когда мастер-класс будет завершен, читайте, пожалуйста, описание. Итак, материалы, которые я подготовила. Это ниточка, я буду вязать вот ниточкой Этамин. Это 100% акрил, производитель Турция. Здесь получается вот в 30 граммах 180 метров. Вот здесь можно, это тоже коричневый Этамин можно взять. У меня просто мне попалось, я заходила в магазин, увидела, что есть коричневая, тоже не знаю, турецкая пряжа, тоже акрил. Вот. Здесь единственное в 30 граммах 130 метров. То есть она может быть немножко толще, хотя по виду вроде бы такая же. Вот. По цветам. Значит, вот этот основной цвет, не знаю, камера, может быть, не передает оттенок, но вот он такой как раз бледно-серовато-телесный такой. Вот. Цвет 463. Приготовила 2 моточка. Не знаю, по опыту, в принципе, должно пойти где-то, я думаю, 1,5. Ну, потом посмотрим. Пока 2 моточка приготовила. Также я вот еще не решила, буду делать его в одежде темно-зеленого цвета или черного. То есть посмотрю. В принципе, в фильмах показан он и в черном, и в темно-зеленом. Ну, мне как-то больше хочется, наверное, такой попробовать, чтобы был оригинальный. Вот, оригинальная игрушка. Цвет 443. Такой вот темно-зеленый красивый цвет. Тоже 2 моточка приготовила. Ну или черный. Посмотрю, черный тоже тогда, если что, пару моточков понадобится. Если что, 422. Вот, также змею. Не знаю, посмотрю. Цвета тоже какие-то может добавить. Ну, планирую, наверное, серую ее сделать.
И детали, наверное, будут такой черный, коричневый. Ну, в общем, посмотрю по ходу дела. Пока вот эти цвета, это 449 цен. Это мин коричневый, ну, не знаю, там уже, если что, можно посмотреть. Но именно вот этот лонгвул, цвет вот H114. H. Так, и такой тоже не знаю, понадобится или нет. 447А. То есть это уже потом. Вот, то есть коричневый цвет, может, посмотрю тоже, буду ли я вязать палочку или как-то, в общем, ее придумаю из чего-то. Ну, в общем, посмотрим. Пока коричневый вроде как нужен. Может быть, что-то понадобится, еще какие-то дополнительные оттенки, но, как я уже сказала ранее, я, если что, в описании потом напишу. Думаю, в принципе, пока я буду вязать именно само тело из вот этого цвета. Вот, поэтому как бы он точно нужен. И сделаю его, наверное, в шортиках. Вот, там под одеждой. Я уж не знаю, как там что, но решила сделать его в шортиках. Так, по пряже вроде бы пока все. По инструментам вязать я буду крючком номер 1. Вязать буду методом крестики. Там, когда уже начну вязать, я напомню еще раз, но на данный момент вот метод крестики и крючок номер 1. Также одежду я буду вязать спицами, не знаю, понадобится двоечка, 2,5, может быть круговые такого диаметра. Вот, ну, спицы. Также, так как это будет игрушка каркасная, понадобится проволока. Вот, я использую медную проволочку. Вот это будет для пальчиков. Диаметр здесь 0,6 миллиметра. И для ног, рук именно основная это 0,4 миллиметра. Ой, 1,4. Прошу прощения, 1,4 миллиметра. Вот, использую я также пластырь вот такой для того, чтобы сделать обмотку проволоки, чтобы игрушка была безопасна. Если будут играться дети, будут руки, ноги постоянно там сгинать, чтобы, в общем, проволока это не поломалась, не вылезла и не поранила кого-нибудь. Вот пластырь вот такой. Ну, сантиметровая лента или линейка. Также, понятно, плоскогубцы, ножницы, иголочки, это все понятно. Глазки. Не знаю, глазки. В общем, буду ли я их использовать и какого диаметра, но там уже будет видно, когда игрушка будет в готовом виде. Ну вот, есть у меня такие, не знаю, наверное, 0,5. Вот есть еще маленькие. Не знаю, может для змеи буду использовать. Ну, потом посмотрю. Если что, в процессе вязания я буду тоже говорить об этом. Вот, какие я буду использовать. Но не знаю, понадобятся ли они вообще. Вот, ну, по материалам вроде бы все. Поэтому в следующем видео уже приступим к вязанию. Начинать будем, как обычно, я вяжу игрушечки. Начинаем с ног. Будем вязать стопы и делать каркас для ног. Вот, ну и там уже будем двигаться дальше. Еще раз огромная благодарность вам за просмотры. Благодарю за то, что делитесь моими видео, за то, что ставите лайки. Мне очень приятно, что вам нравится. Вот, если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях или в Инстаграм, или в Телеграм. То есть будем разбирать вопросы. Вот, ну и всем успехов, вдохновения и до встречи.